Вот такая 50-килограммовая посылочка. Обычно желательно найти с донора, того же GSX. Свапа на полный привод, больше ничего и не надо. В первых сериях сериала я показывал состояние задней части кузовного порога. Они пришли абсолютно в негодность, и было решено их поменять целиком. Для этого я начал поиск донора, и вот спустя пару месяцев наконец-то пороги здесь. Сейчас я их открою и посмотрим, в каком состоянии пришедшие пороги и что из них можно взять и применить уже на этом кузове. Вот такая 50-килограммовая посылочка. Плюс еще одна такая же лежит. Такой труп, блин, на столе. Это был продольный шов. Блин, упаковал как новую деталь. Блин, ну почему машина, которую распилили, она в идеальном состоянии, а машина, которая ездит по дорогам, она вся гнилая и будет собираться из кусочков. Ну что за несправедливость такая? Ну вот, крепление продольного рычага просто как новое. Надо будет отсверливать, всю эту деталь отсверливать. Да и сам порог полностью в идеальнейшем состоянии. Все, ни малейшей ржавчины. Охренеть. Это реально несправедливость такая. Она даже потяжелее будет. Здесь, по идее, еще поперечина должна быть. Как обзор коробки с Алиэкспресса. Что же у нас тут в коробочке лежит? Китайские пороги на японский клипс американского происхождения. Ну ладно, не пугайтесь, не китайские пороги. Это самые японские пороги. Вот и бонус. Это поперечина. Поперек лонжеронов. Сейчас ее откроем. Тоже. Так, ну вот это второй порог. По металлу он также весь идеальный. Вообще без ржавчины. Ну и, кстати, редкий случай, можно посмотреть, из скольких слоев состоит машина. Вот так вот оно. Между собой все сварено. Внешний слой, внутренний слой, внешний слой, внутренний слой. Иногда еще какой-нибудь промежуточный, типа крепления всяческих закладных. Это, кстати, если не ошибаюсь, крепление ремней задних. В общем, вот такая вторая деталь. Тоже вся в идеальном состоянии. Что здесь лежит в этой бонусной коробочке? Ну, вот здесь у нас поперечина. Тоже в идеальном состоянии. Не новая, но как новая.
150 тысяч отверстий, чтобы ее прикрутить, точнее приварить. Так, ну теперь сам кузов. Но до пескоструйной обработки мы уже видели состояние этих порогов, после тоже видели. Сейчас после она не изменилась. Ну вот такая хрень там вековая. Ну вот как-то ее последовательно надо отрезать. Снимать крепление продольного рычага, вот эту защиту отсверливать. Потом снимать само крепление продольного рычага. Потом вот этот свой, который как-то вот так прицеплен сюда. Типа брызговик. Ну а порог уже, наверное, просто продольно вырезать. А потом смотреть, что делать, потому что здесь беда. Со вторым все то же самое. Не хуже и не лучше. Ну, может быть, чуть-чуть получше. А тут то же самое. Так, ладно, кузовные детали. И вот наша поперечная между лонжеронами. Тоже ее надо будет заменить. В ней находится крепление бака. Вторые крепления находятся вот здесь. Но я вроде в этой серии обещал заняться переделкой на полный привод. На самом деле я не знаю, уместится ли материал о переделке, полностью ли уместится. Но, по крайней мере, я начну рассказывать то, что надо вырезать, потому что сейчас все равно с кузова придется срезать многие элементы для того, чтобы внедрить часть порога. Может быть, весь порог. Я, в принципе, не занимаюсь кузовным ремонтом, поэтому посмотрим по обстоятельствам. Захочется, я его сделаю. Не захочется, мы отдадим это мастерам по кузовному ремонту. Пусть они занимаются своим используют свои профессиональные навыки. Я же попробую поменять крепление продольного рычага, попробую поменять поперечную между лонжеронами. Это, в общем-то, в моих силах. Ну и залезу внутрь лонжерона. А также уберу и подготовлю все закладные и все элементы, которые нужны и не нужны для полного привода. Так, ну первое, что это злополучные крепления подрамника. Самые длинные болты, которые вставляются из салона, и меняется оригинальный короткий болт на и длинный полноприводный болт. Их надо будет удалить и поставить правильные болты. Дальше два болта оригинальных, которые идут от переднеприводного подрамника и которые срезаются, потому что они дальше не нужны, и их удалять из лонжерона невозможно, трудно, возможно, но трудно, поэтому проще их отрезать, и чтобы они не болтались, загерметизировать каким-нибудь герметиком, типа стекольного герметика, и они не будут дребезжать в кузове. Дальше отверстие под крепление полноприводного подрамника. Здесь мы сделали сбоку прорезь, через которую будет закладываться этот болт. И через эту же прорезь я заложу закладные, чтобы этот болт не вращался и никуда не уходил, но в то же время лежал в своем месте свободно. То есть болты подрамников нельзя приваривать к лонжерону. Болты подрамника должны свободно находиться в свободном состоянии в лонжероне. Они должны быть зафиксированы, но при этом не приварены. Дальше. Болты, закладные крепления бака. Они вставляются как раз в эту поперечину между лонжеронами. Их здесь изначально не было, потому что переднеприводный бак крепился к кузову. Он железный, и он крепился к кузову. Вот его закладные. Раз, два, три. Где-то там, вот там, здесь была четвертая. И здесь какое-то крепление тоже было. Не помню где. Но неважно. Полноприводный бак крепится на продольных ремнях, железных таких полозьях. И для него надо вставить тоже закладные. Закладные две вставляются в отверстия, уже расположенные в поперечине, но
Здесь как раз эти болты желательно зафиксировать сваркой или второй гайкой, потому что закручивать, снимать и ставить бак очень трудно, и они должны быть жестко прикручены, как нормальная закладная под любой крепежный элемент, кроме подрамников. Старое крепление выхлопа, выхлоп на переднеприводной машине проходит сбоку от бака. Его надо отпилить, потому что оно может упираться в бак. Также, с другой стороны, крепление бака надо отпилить, потому что оно упирается в бак. Вот эти крепления бака, в принципе, можно и не отпиливать, но я обычно отпиливаю, хоть они не мешают, но лишняя торчащая деталь под кузовом не нужна, вечно на нее можно наткнуться. Дальше элемент, самый важный для полноприводной машины, это крепление кардана. У нас два крепления кардана. Надо поближе подойти. Ближнее к редуктору крепления кардана обычно желательно найти с донора, с того же GSX, и приварить его целиком как кузовную деталь. Ну, наверное, не так, как здесь приварено было, немножко поаккуратней, но в целом здесь она тоже держится. И, в общем-то, я с этим уже ничего сделать не могу, придется оставить так. Максимум, может, попробую декоративно убрать вот это, не знаю, как это назвать, но попробую еще сам подварить своим швом. Ну, в общем-то, это крепление можно либо создавать самому, либо взять оригинальное. Это крайнее крепление кардана. Следующее крепление центральное. Оно также можно целиком поставить в полноприводной машине, отсверлив вот эту деталь и приварив ее целиком. Но даже в оригинальной детали переднеприводной машине, она стоит такая же деталь, в ней просто нету вот этих двух закладных подкреплений кардана. Но отверстие под эти болты в ней уже есть. И надо всего лишь туда заложить эти болты. Для этого обычно лучше сделать продольный срез, чтобы болтик туда аккуратненько, шляпка зашла в отверстие, и обратно заварить. Опять-таки заварить немножко поаккуратнее, чем здесь. И желательно данные болты зафиксировать тоже, потому что закручивать за кардан и фиксировать шляпку невозможно. Поэтому все эти болты, эти закладные, должны быть зафиксированы. Но в целом для свапа на полный привод больше ничего и не надо. То есть надо расположить кардан, надо расположить топливный бак полноприводный, надо прикрутить полноприводные кулаки, рычаги, ну и все. Ну и проложить новый выхлоп, потому что трасса у полноприводного Эклипса прямая, проходит под баком, в нише под баком, а выхлопная трасса у переднеприводного обходит бак с правой стороны, ну, точнее, как обычно, с левой стороны, я вечно путаю эти стороны. Вот, и, в общем-то, это вся информация по переделке на полный привод. Также устроен третий Eclipse, абсолютно также устроен третий Eclipse, также устроен Dodge Stratus купе. И эти машины я в скором времени тоже покажу, как переделываются. Задняя часть у них абсолютно одинаковая со вторым Eclipse, поэтому как бы переделка у них довольно-таки универсальная. Единственное, что на третьем и на Dodge поменьше тоннель, и там с выхлопом проблемы. Здесь же все оригинальное, здесь все вставляется. Ну вот та самая важная деталь полноприводной и заднеприводной машины – это карданный вал. Я его собрал из кардан-баланса, его там отбалансировали, поменяли крестовины, покрасили. Теперь он такой свеженький, почти новенький, готов к установке. В отличие от Evo кардана, у Эклипсового кардана все части примерно одинаковой длины. Здесь стоит такая шрузовая муфта, которая позволяет ему двигаться вперед-назад. Два подвесных и раз, два, три крестовины. Такой простенький кардан. Вот сегодня получилась такая эстрадная предновогодняя ознакомительная распаковочная серия. Я не знаю, была ли полезна эта информация, надеюсь, что да. В принципе, важная информация. В следующей серии мы отправимся на
добывание турбины, на ее переделку. Будет интересная серия, она, может быть, кому-то она покажется долгой, но в целом интересная. Ну, а я, как обычно... Что как обычно? Да, я, как обычно, забыл, что вообще хотел сказать. Что я ничего не показал, и, мне кажется, нарежется серия. Просто походил, распаковал коробки, блин. До выхода серии, в которой я буду все это переделывать, еще есть время. А вы, ознакомившись с сегодняшней информацией, задавайте вопросы. Я постараюсь озвучить их при самом процессе переделки. Ну, а я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем удачи, всем пока. Нет, подписывайтесь на канал. Ну, а я, как обычно, жду ваших комментариев. Задавайте как можно больше вопросов. Подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем удачи, всем пока. Турбина отбалансирована.